Отойди. Что такое? Что-то случилось? Приснилось, как-то в мастерскую забрались титаны, им были нужны одежда и мотоцикл? Не, это из другого сна. Они хотели соски. Ты когда-нибудь замечал, что у них нет сосков? Не может быть. Хорошо, что это просто страшный сон. Точно? Точно. Спи давай. Здрасте, с вами Даня Крастер. Я недавно напал на аниме «Атака Титанов». Честно говоря, проглотил все сезоны, которые есть. Офигенно! И сегодня вместе с командой мы хотим проверить, можно ли сделать устройство пространственного перемещения, которое работает на сжатом газе. Петличка же, ёпты. Я никогда не был поклонником всяких китайских мультиков. Ты чё уж там, где я рос, вообще считаю, что аниме для пи***. Но знаете, как в анекдоте, стоило один раз... Так о чем я? Стоило один раз посмотреть «Атаку Титанов», чтобы понять, какое же это лютейшее, мясо. На борту крутой сюжет про борьбу людей против огромных, злобных, но ржачных мразей титанов. Но что окончательно покорило мою яйвой душонку, это глубоко проработанный лор и куча технических деталей вплоть до мать их чертежей. И судя по хайпу, который поднялся в комментах телеграм-канала, куда я закинул намек на это видео, многие шарят за «Атаку Титанов». Или, может быть, «Атаку на Титанов». Ну и шарят, конечно же, за интересные каналы, так что обязательно подпишись, а потом зацени сие аниме. А если без спойлеров, то по сюжету людишки обитают за 3 огромными стенами. Казалось бы, живи, но, видимо, от скуки они периодически либо получают тех самых титанов, либо, наоборот, сами эпично их раздают. И когда я говорю эпично, я не преувеличиваю, так как за процесс этого самого описывания создатели заслужили отдельные премии типа Крастерского льва. Потому что все остальные премии эта манга давным-давно заслужила. Титаны огромный пиздец, но имеют уязвимое место, эдакую ахиллесову пяту, только в районе здоровенной шеи. Только чтобы добраться до заметного места и их специальным мечом местные вояки юзают УПМ – устройство пространственного маневрирования. УПМ в «Атаке Титанов» различаются в зависимости от уровня обученности их обладателя. И начнем мы нашу эпопею с самого базового устройства для новичков. Короче, хватит предисловий. Вы уже по превью выкупили, что именно над ним мы и работали последние месяцы. Точнее, над одной из его составляющих, над газовым механизмом. Так что, если зайдет видос, мы обязательно продолжим наш сёнэн по воплощению аниме-изобретений в реальную жизнь. Ставь лайк. А мыло есть? Жидкое? Жидкое сейчас будет. Мыло, главное, достаньте. Сейчас наша главная задача — это сохранить яйца целыми, не пережатыми. И посмотреть, как эта штука вообще будет работать. Хватит ли огнетушителя? Ну этого баллона мало совсем. Пацаны, снимите меня. Они ведь только завтра придут, да? Угу. Да. А покороче как-нибудь можно? Может, покороче как-нибудь? Ну, а здесь, ну, скорее всего, металлические вот эти промежуточные. Металлическая, так и металлическая. Можно покороче как-то. Во, везде б так, а не только с видео.
Зато хочешь смартфон, хочешь компьютер. Открываешь YouTube видео на русском от 2 минут до 4 часов и полетел. Скачивайте Яндекс браузер по ссылке в описании и помните, всегда можно покороче. Ишь ты муфты, напридумают. И вот есть у нас небольшой муляж того, что будет располагаться на самой жопе. Это, если мы все правильно сделали, первая версия УПМа, который предполагается для студентов. Ну такой, не супер крутой, немного деталек. Сейчас нам надо переходить уже к соплу, которое мы уже напечатали, которое мы будем устанавливать в трубу, вот в эту. Также нам надо будет сделать сгон. И, что меня больше всего интересует, давление, которое может выдержать вот эта вот конструкция с учетом вот этого вот сечения сопла. Если мы дуем туда 200 атмосфер с баллона, что будет здесь? Интересно. Конечно, надо все тестить. Считать это вообще страшно, если честно. Там стенка, наверное, миллиметров 25 должна получиться. Страшно, но будем. А сейчас, ребята, я вам расскажу, почему у меня свербит очко от этого проекта. Несмотря на его интересность, конечно же. Вот здесь в баллоне 200 атмосфер. Я напоминаю, что давит на нас, типа, обычный воздух. Это 1 атмосфера. Здесь в 200 раз, сука, больше. Вот этот клапан должен помочь нам открывать и высвобождать это давление, чтобы оно дальше шло по трубке. Давайте посмотрим, хотя бы посмотрим пока что, как эта штука будет пшикать. Сейчас я открываю баллон, и вот в это пространство набирается какое-то давление. Ну какое-то? 200 атмосфер, которые там. Я закрываю баллон. Теперь я нажимаю кнопку, которая вот этот клапан с помощью соленоидного блока дернет и откроет. Мы даже сделали специальный держак, который говорит как бы о том, что мы можем сделать его лучше, если вы поставите лайк этому видео, и оно наберет достаточно просмотров, значит мы поймем, что атака титанов не только для нас, для задротов, канает, а вообще людям интересно. Погнали! Как вам такое дерьмо? И это только объем, который заперт вот здесь. Попахивает на самом деле продвинутой картофелепушкой, как вы считаете? Я тоже так считаю. Ну-ка. Сосраться, это уже интересно. А теперь давайте откроем баллон. Сначала на чуть-чуть. Неплохо. Теперь на максимум. Пресвятые помидоры! Как-то так. Продолжаем разговор. Я, конечно, в сварке человек умелый, но какая там категория для сварки газовых баллонов высокого давления, а? Наверное, тигом надо варить, да? Очень это стремает, если честно. Яйца в кулак, и мы не сдаемся.
В общем, вот эта гайка, которую мы приобрели, изначально на 500 атмосфер. Но с учетом того, что мы вторглись в ее конструкцию сваркой, непонятно, из какого она вообще металла варится, и она или нет. Вроде как варится, но какие свойства при этом теряет, неизвестно. Какая сейчас у нее допустимое давление через нее может пройти, неизвестно. Насколько качественный шов вот здесь у нас получился с учетом всех вот этих нагромождений, непонятно. А его термическая обработка вместе с соединением с трубой тоже неизвестно. И все эти параметры меня очень забавляют, прежде чем мы будем тестить соплом в 200 атмосферах. Но что поделать. Итак, как вы видите, собран наш вот этот вот сетап для проверки, для тестирования. Что мы хотим сделать сейчас? Я хочу дунуть без сопла, чтобы посмотреть, сколько у нас тяги прилетит на скейт. В принципе, это то же самое, что человек находится в открытом каком-то свободном полете, и ему сила начинает давить в какую-то из сторон. Почему я переживаю? Мы первый раз сталкиваемся с давлением, превышающим 20 атмосфер. Это очень много. Чтобы вы понимали, это... на таком давлении работают гидрорезки, а если баллон с 16 атмосфер взрывается в помещении, стопудово вышибет, окна, в зависимости от объема, конечно, баллона, и приведет к пиковым разрушениям. Это гораздо жестче, чем взрывающаяся скороварка или самогонный аппарат. Сейчас уже реально начались невиданные давления, и я очень во всем сомневаюсь. Поэтому, прежде чем мы приступим к тестам, мы прибегнем к услугам нашего замечательного защитного экрана. У нас вся система активна. Ну и что же, давайте дунем. 1, 2, 3. Итак, у нас 1,2 килограмма тяги, что меньше, чем на аэрозасранце. И мне помнится, что огнетушитель напрямую, даже с непеределанным соплом, выдавал больше. Маловато! Поэтому мы будем применять вот такие вот специальные сопла. Это сопла Aerospike. Внутри у нас определенного сечения канал, 2 перегородки, чтобы держать центральную вот эту вот потокосуживающую деталь. И в том прикол, что и вот здесь профиль у нас сужается всего канала. И сам вот этот элемент выглядит в виде полусферы и конуса, в форме капли в 3D. 1, 2, 3. Вчерашние тесты мне вообще не понравились своей маленькой мощностью. Сегодня у нас новый баллон, 200 атмосфер там заряженного, он прям... готов. И мы будем тестить 3 сопла сразу. У нас есть Aerospike из огнетушителя, Aerospike второй конструкции, и еще мы напечатали сопло Лаваля. Классическое, вот это вот с конусом и параболической частью. Посмотрим, кто из них лучше. Давайте тестить. Сопло Aerospike номер 1. Ага, первое сопло показало результат 6,8 килограмм, маловато. Второй Aerospike черного цвета. 6,8-7 килограмм силы показал второй черный Aerospike из огнетушителя. Давайте проверим сопло Лаваля. 1, 2, 3. В итоге сопло Лаваля показал результат не самый лучший, 3,8-4 килограмма. Но есть, конечно же, нюанс. То, что у нас каждый раз давление в баллоне становится все меньше, но не в 2 же раза. Поэтому победило у нас вот это вот сопло, конструкция Aerospike черного цвета. Его мы и будем дальше юзать. Готов. Да вам, титаны, еба. Ну что, проверим тягу последнего сопла, который мы успели проверить на тестовом стенде. Я очень экспрессивен, как вы можете заметить, и очень сильно жестикулирую. 1, 2, 3. Блин, это, кстати, реально увесисто чувствовалось, меня толкнуло вперед. А давайте попробуем тест с соплом Лаваля. Сейчас чисто уравновешусь.
Как вы можете заметить, я не улетаю до соседнего здания нихуя. Хотя там 200 атмосфер, больше в этот баллон не засунешь. Иначе там будет сечение вот такое. У нас получились турбореактивные качели. Давайте менять сопло в пизду. Давайте проверим, что там осталось в баллоне на сопле Aerospike. По-моему, мощнее, чисто так на это. Сука, страшно. Ладно, давайте веселиться по полному. Баллон на спину. А пока ребята устанавливают у меня на спине портативную систему, с которой можно будет летать по кругу как самолетик. В этом была самая главная задумка. Я хочу сказать, что мы решили разбить эту тему на 3. В следующей части мы сделаем полноценные рукоятки с канцелярскими мечами, которые ломаются. А в 3-й части настоящие гарпуны, которые будут выстреливаться и подтягиваться туда, куда надо. И всего-навсего, что вам стоит сделать, это поставить 150 тысяч лайков. Это совершенно достижимая цифра на нашем канале. Спасибо вам за поддержку. Давайте создавать пиздатый контент вместе. Ну что, я готов побеждать титанов весь такой. А что-то как-то... Ладно, придется разогнаться. Побелка летит, сука. Ну это пиздец, это пшики. Чисто воздух, оно не толкает. Так работать не будет. Проверено. Ну что, я считаю, тесты у нас прошли успешно. Как минимум мы поняли, что косплеить газовую систему перемещения из аниме не вариант. Она не работает. В какие штуки мы уперлись? Ну, во-первых, в то, что сечение баллона 6 мм. С этим большая проблема. Если даже у клапана мы можем взять побольше клапан или придумать свой какой-то клапан и раздрочить там отверстие, допустим, миллиметров до 12, здесь мы ограничены диаметром 6 мм. То есть у нас происходит истечение из 6 мм. Это достаточно сильно гасит нам импульс. Баллоны очень быстро заканчиваются. То есть если вы хотите какое-то постоянное давление, надо вешать редуктор, который снижает, ну, в раза в 2 как минимум, чтобы хоть какой-то импульс остался, и оно было постоянное до середины баллона. Самый большой импульс, соответственно, у нас получается, как только баллон полный, когда в нем 150 атмосфер. В этих баллонах все-таки 150 атмосфер, а не 200. И самый первый пшик, соответственно, самый мощный, потом они вообще не дают никакой тяги. Соответственно, использовать это как-то в жизни я... Честно говоря, даже не понимаю как. То есть нужна какая-то система промышленно разработанная, быстросъемных баллонов. Но они все равно не работают, то есть вы не можете летать. Ну и в конечном счете, конечно же, объем этих баллонов. То есть если вы нажмете даже при 6 миллиметрах вот этой вот дырки, он спустится за 30 секунд, даже меньше. Такое. Но в любом случае оцените наш подход и сравните со старыми выпусками GameStuff, где все было из пластика. Абсолютно рабочий прототип неведомой херни. И мы на этом не остановимся. Всего 150 тысяч ваших лайков, и, как я и говорил, мы продолжим тему. Разработаем рукоятку со специальным канцелярским лезвием и обоймами, которые можно доставать и скидывать лезвие. А также мы сделаем систему гарпунов, которые будут выстреливать с помощью пневматики и затягиваться с помощью пневматики, а не так, как у чувака на электромоторах, который недавно сделал ВПМ. На этом все. Спасибо всем за просмотр. Давайте делать контент вместе. С вами была мастерская БНБ, Даня Крастер. Не забывайте подписываться. Спасибо.